Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Август очень непростой месяц. С одной стороны, это для нас еще лето, для садоводов, но для наших растений, по большому счету, это уже начало осени. Вот именно сейчас, собирая урожай со своих растений, большой урожай наверняка, обязательно помните о том, что именно сейчас закладывается основа урожая будущего года. И об этом надо помнить. Вот в этом особенность этого месяца. Работы много. И поэтому сегодня я так напомню, в первую очередь, конечно, для самого себя, что мне нужно в августе сделать в саду, применительно к своему участку, применительно к своим климатическим условиям. Естественно, начнем, как всегда, с деревьев. За летний сезон наши плодовые деревья отдали огромное количество сил. Они росли, они обильно плодоносили. Естественно, им нужно помочь сейчас, восстановить, попытаться эти самые силы. Но помним о том, что в августе ни в коем случае, категорически ни в коем случае, даже в южных регионах не стоит давать удобрения с большим количеством азота. Почему? Это может спровоцировать продолжение роста, азот способствует росту, и побеги не успеют вызреть к зиме. Соответственно, они вымерзнут. Вымерзание побегов чревато тем, что дерево очень сильно пострадает. Это плохо. Поэтому используем фосфорно-калийные удобрения. Как раз они и способствуют хорошему закладыванию цветочных почек на будущий год. Как раз в этот момент это все происходит. И хорошей подготовки к зиме. Ну, можно использовать суперфосфат, можно использовать сернокислый калий, вносить в приствольные круги. Я делаю проще, я делаю гораздо более эффективно, на мой взгляд. Я использую готовое, вот такое осеннее, так называемое удобрение, которое содержит и фосфор, и калий, и микроэлементы, причем в легкой усваиваемой форме. Вот сейчас в августе как раз их можно вносить вместе с поливами. Наверняка вы замечали, что когда проходит дождь, наши растения буквально оживают. Связано это с тем, что влага попадает в почву, воздух становится влажным, температура опускается. Вот в принципе можно такой метод и применять. При поливах дождевать еще и крону. Но так как при повышенной влажности велика опасность возникновения всевозможных грибковых заболеваний, наверное, лучше это делать с утра, чтобы за день при высокой температуре августа все-таки эта влажность избыточная испарялась, чтобы растение успевало просыхать. Сколько поливать, я рассказывал в одном из своих видео, как часто. Август бывает часто засушливым, поэтому поливать наверняка придется. Напомню, все ссылки, которые полезны, о чем я сегодня рассказываю, все это будет в описании к видео, там более детально про каждую из операций рассказано. Поэтому переходите, смотрите, если вам это действительно интересно. Вот если мы заговорили о болезнях, то в принципе вот сейчас после сбора урожая вполне нормально деревья наши, да и не только деревья, можно обработать от всевозможных заболеваний и вредителей. Провести так называемую профилактическую обработку, если вы их делаете, конечно. Но обязательно помните о том, что где-то еще урожай висит, поэтому обрабатывать лучше, или аккуратно, очень точно, чтобы ни в коем случае яды химикаты не попадали на другие растения, плодоносящие еще с плодами, либо использовать биопрепараты. В принципе, в августе можно сделать так называемую санитарную обрезку наших деревьев, поудалять все то плохое, поломанное, не туда растущее, сухие какие-то веточки, проредить крону немножко, про летнюю обрезку видео опять же есть, посмотрите, если интересно. Август — великолепное время для окулировки, для летней прививки, вот этой простой прививки, которая получается в принципе даже у новичков. Не слушайте блогеров, не смотрите в какие-то календари садоводов, там обычно пишут середина июля, смотрите на свое растение, именно оно показатель. Если кора хорошо отслаивается, значит можно делать окулировку. Напомню, что перед тем, как делать эту окулировку, сокодвижение в дереве лучше еще немножко усилить. Накануне, за день, за два до окулировки, обязательно как следует его полейте. Теперь про всякого рода экзотические деревья, которые у меня растут и про которые вы часто спрашиваете. Павловния. Вот я стою фактически под ней. Высота уже там больше 3 метров выросла. Она уже ветвится хорошо. Напоминаю, что в конце августа, ближе к концу августа, ей стоит прищипнуть кончики. Для того, чтобы вот эти молодые побеги, которые выросли в этом году, лучше одревеснели, лучше подготовились к зиме. Очень важный момент. Видите, она у меня на 3 распорках привязана. Дело в том, что парусность очень большая, а стволик еще, в общем-то, не очень толстый и достаточно хрупкий. В августе очень часто случается гроза с дождем и с сильным ветром, у нас, по крайней мере, и ее качает во все стороны. Сломаться она может легко, поэтому обязательно поставил распорки. То же самое, в принципе, касается и альбиции ленкоранской. Про свою альбицию я вам рассказывал тоже в своем видео. Вот еще в октябре весь прошлогодний прирост ее вымерз. Однако она жива, от корня дала 3 вот таких мощных ветки. Что с ними сделать нужно в августе? Во-первых, заканчивать поливать.
Потому что, опять же, затянутые поливы приведут к тому, что они не успеют вызреть. Прищипнем верхушки где-то к концу августа и перестанем поливать. Более того, я даже вокруг нее поудалял все растения, которые влаголюбивые были. Помните, я рассказывал, гортензии здесь росли. Вот еще несколько хост осталось, я их тоже обязательно в августе отсюда уберу и перенесу на другое место, чтобы здесь не было никаких поливов. Так у нее больше шансов вызреть и подготовиться к зиме. Следующий, на мой взгляд, очень важный момент. Видите колышки у меня за спиной? Это я разметил места будущих осенних посадок, саженцев, плодовых деревьев. Напоминаю, это действительно очень важно. Видео об этом есть, как правильно сажать саженцы. Вы должны выкопать и приготовить посадочную яму хотя бы за месяц до посадки. Для чего? Мы выкапываем большую яму, почва у меня бедная, песчаная, надо ее выкопать большую, наполнить плодородной смесью, внести туда, я в данном случае минеральные удобрения буду вносить, компост буду вносить. И вот эта большая яма должна обязательно осесть. Иначе вы посадите саженец, если в свежевыкопанную большую яму, земля начнет оседать, саженец потянет за собой, в результате он окажется заглубленным, еще и кривым каким-то, косым. Поэтому надо дать время земле осесть. А так как я вношу минеральные удобрения, они должны там пройти какие-то физико-химические свои превращения и питать уже посаженный осенью саженец. Это очень важно, на мой взгляд. Я пока только разметил, сейчас в августе начну копать ямы, и заполнять их плодородной смесью. Теперь про кустарники. Ягодные кустарники, традиционные наши, черная смородина, крыжовник. Точно так же, они уже отплодоносили. У меня, правда, кусты молоденькие, 2-3 года им. Но тем не менее, они хоть какой-то небольшой урожай дали, значит, соответственно, потратили силы. Значит, что нужно? Нужно их обильно полить и нужно их, конечно, удобрить. На вот такой куст приблизительно 5-6 ведер воды у меня уходит. И удобряю тем же самым осенним уже удобрением. Напоминаю, что затянутый рост в данном случае в августе совершенно не нужен. Сейчас в августе, если у вас кусты взрослые, в принципе, можно начинать их прореживать. Что это значит? Это значит удалять ветки старше 6 лет. На ветках старше 6 лет, 6-летних и старше, на смородине, на крыжовнике, в принципе, урожая практически уже нет. Там одиночные ягоды, они не нужны. Силы забирают, а они не нужны. Поэтому их можно уже сейчас в августе смело вырезать. Напоминаю, что август — это отличное время для размножения всевозможных культур, и декоративных кустарников, и ягодных кустарников, и даже деревьев, и даже хвойных растений. Для этого нужно сделать череночник в теньке где-то. А о том, как, собственно, укоренять, то ли отводками, то ли черенками, я рассказывал в своих видео, напомню, ссылочки в описании. Стричь, конечно, в августе растения уже поздновато. Я это делал в июле. Это спирея, которая цветет на побегах этого года, нынешнего года. Вот она отцвела, я в июле ее обрезал, сделал из нее такой полушарик. И сейчас она начинает активно отрастать. И ближе к концу августа, наверное, где-то так, во второй половине августа, она порадует меня повторным цветением. Многие растения в августе цветут, я имею в виду кустарники. Розы, гортензии обязательно требуют подкормки. И хотя есть специализированные удобрения для гортензий, для роз, я вам их когда-то показывал, рассказывал о них, повторюсь, ссылочки в описании к видео. Однако их использование вот сейчас в августе, в принципе, наверное, это плохо. Почему? Потому что у них достаточно большое содержание азота, там 16-17%. Это может вызвать, опять же, усиленный рост в конце лета, что будет способствовать их плохой зимовке. Поэтому, опять же, какое-то фосфорно-калийное удобрение, типа вот золотая осень с микроэлементами, которое способствует хорошей зимовке и продолжительному хорошему цветению в конце лета и в начале осени. Правда, гортензии я в последнее время стал у себя выращивать в контейнерах. Я их все пересадил в контейнеры. Почему? Потому что у меня слишком сухой воздух, у меня слишком такая щелочная песчаная почва. В общем, гортензиям плохо в открытом грунте у меня, по крайней мере, пока, даже в кислой грядке. Надеюсь, вам когда-нибудь расскажу об этом и покажу видео. Вот если вы гортензию выращиваете в контейнерах, и зимует она у вас, естественно, где-то в комфортных условиях, в принципе, вы можете использовать вот это специализированное удобрение для гортензий, где все микроэлементы специально сбалансированы, где определенная кислотность, и это способствует ее продолжительному цветению. Но это такой вот частный случай. Теперь, что касается виноградника. Напомню, что у меня виноградник малоуходный, но если вы выращиваете его интенсивно, по всем правилам, то вот в августе его надо будет поливать, потому что урожай, вот он, уже висит, ягоды наливаться будут, им нужно помогать. Я свой не поливаю. Обязательно следите за заболеваниями. Вот мой не так давно подцепил мильдию. В принципе, ничего страшного. 2 обработки вот этим препаратом, это биопрепарат, фитоцид называется, 2 обработки с интервалом в 1 неделю, в принципе, эту болезнь, мильдию, остановила. Как определить, что остановилась болезнь? Когда болезнь развивается,
С обратной стороны вот эти пятнышки белого такого цвета, мучнистый налет, который рукой, в принципе, стираться может. Когда вы обработали и через несколько дней, биопрепарат через несколько дней работает обычно, видите, что пятнышки не белые, а такого коричневого цвета, все как бы, они засохшие, естественно, да, тут дырочка будет, но тем не менее, болезнь остановилась. Все, значит, болезнь вы остановили. Но обязательно следите в августе, потому что вот эти перепады температур, когда днем жарко, а ночью холодно, способствуют выпадению росы и, в принципе, развитию грибковых заболеваний. Так что, держите руку на пульсе, как говорится. Ну и буквально несколько слов про огород. Хотя мои подписчики знают, что огородом я практически не занимаюсь. Конечно, есть что-то, потому что выйти летом сорвать там огурец, помидор, перец, кабачок мой любимый, святое дело. Поэтому что-то все-таки выращиваю. Вот здесь как раз тот случай, это однолетние культуры, когда удобрять можно до последнего момента азотными удобрениями, я имею в виду. Конечно, это культуры, которые мы употребляем в пищу, поэтому лучше наверняка использовать органику. Перегной, какие-то настои на курином помете, травяные бродилки. Обо всем этом я видео снимал, смотрите. Вот их можно подкармливать и по листьям, и под корень. Но тут тоже есть свое ограничение. Слишком большое количество азота для овощных культур тоже плохо, потому что начнет вот эта ботва усиленно расти в ущерб образованию плодов. Поэтому тоже баланс соблюдать надо, но обычно раз в 2 недели так вот удобряют. Кстати сказать, сейчас, в принципе, в августе будет хорошее время для того, чтобы заготавливать свои семена этих самых овощных культур. Для этого нужно выбирать хорошие крупные плоды, но обязательно их помечайте какой-то ленточкой, например, чтобы ваши близкие, друзья, там, которые придут к вам в огород, просто так не сорвали, потому что он красивый, и съели, а вы его на семена оставили. Ну и второе, имейте в виду, что если вы посеяли, скажем, семена со значком F1, это гибрид, и он уже в потомстве своих признаков не покажет. Имейте это в виду, это очень важно. Ну и напоминаю, что в августе уже отличное время начинается где-то во второй половине, для меня во всяком случае, для того, чтобы сеять вторую волну всяких любимых мной растений. Шпинат, салат, редиска, зелень всякая. В общем, вот август-сентябрь отличное для этого время. Вроде бы все работы вспомнил основные, которые мне предстоит сделать в своем саду. Конечно, что-то осталось за кадром. Вот физостегия цветет. Великолепнейший многолетний, красиво цветущий. Цветет очень долго, фактически все лето. Есть белое, тут за спиной у меня розовый небольшой кустик. Размножается просто и делением куста, и зеленым черенкованием. Но это я отвлекся. Пожалуй, на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на мою страничку на Фейсбуке «Сад. Ежедневный уход». Дай Бог, чтобы вам хватило сил в августе со всеми этими работами справиться. Всего доброго.